Данный ролик получился галопом по Европам, оттого больше напоминает блокбастер с исследованием развалин, поиском сокровищ, освобождением заложников, конечно же с погонями, перестрелками и транспортированием неких запрещенных и не совсем, скажем так, законных предметов, балансируя на грани законности. Ну, вы понимаете, о чем я. Эти контрабандисты. Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала, продолжая рубрику с нуля до према за 24 часа, посмотрим на заработок во время ивента возвращения весенних обрядов. По-простому, праздник Пасхи. Заработок невероятно прибыльный и позволит нам супер быстро создать не только стартовый капитал на персонаже, а и заработать на покупку премиума. Из плюсов метода активность доступна как в локациях королевских земель, так и в локациях запределья. Не требует от нас абсолютно никаких подготовлений и вложений. Просто бегаем по локациям, разыскивая и разбивая подарочные корзинки с яйцами, в которых мы будем находить шоколад. Нужен для выращивания ярких яиц весеннего кролика и корлеонского. Стоимость в среднем по 4-6 тысяч за плитку, в зависимости от города и дня ивента. Попадается в корзинках довольно часто, количество зависит от локации, в которых вы бегаете. Яйца с сюрпризом стоят во время ивента около 2000 штук. Нужны для покупки предметов роскоши у торговца. По типу яйцемета или скинов на персонажа попадаются постоянно и в больших количествах. Основной же заработок будет идти с шоколадных яиц. Попадаются не так часто, как предыдущее наименование, но и стоят в первый день ивента от 170 тысяч и выше. До 100 тысяч плюс на быстрой закупке с рук. На второй день примерно диапазон от 60 до 80 тысяч. На них и сколотим состояние в первые дни ивента. Из минусов. Быстрый заработок возможен только в первые дни ивента, оттого придется задротить и реально потеть. Второй минус – способ действителен только раз в год, во время проведения данного ивента. Но есть масса нюансов и лайфхаков, что я вам покажу, и мы сможем неплохо заработать на них. Потому и выпускаю данный тест, чтобы вы смогли подготовиться к следующим годам. Если, конечно, еще будет существовать этот ивент в Альбионе или Альбион в целом. Всем позитивного времени суток, вы на канале EvilFluff, устраивайтесь поудобней и мы начинаем. Старт будет кратким. Как всегда, просыпаемся на острове, закупаемся мулами в количестве 6 штук и отправляемся на сей раз в Мартлок. Упор в билде решил сделать на мобильность и дальность урона с шапки, чтобы опережать противников и быстрее доставать до корзинок. Для этого мне и нужен колпак чистоты. Можете использовать любую сборку, что будет вам по душе, или хотите прокачать. В руки берем острый шест, и как только на Q будет доступна способность колесо, используем ее. Поможет расталкивать мобов возле корзинки, спокойно забирая лут с корзинки и маунтапаться. Пока не открыл способность, использовал сотрясающую комбинацию, позволит наносить неплохой урон по мобам. И третьим ударом сможем прерывать каст способностей противников. На W использовал танец бури, наносит 3 удара, бафает нас и под курткой позволяет неплохо отхиливаться. При переносе ящиков контрабандист оставил оглушающий рывок для увеличения скорости передвижения. Е, смертельный взмах, позволит нам прыгать на огромное расстояние из пассивных способностей либо энергичность при фарме мобов, если по энергии проседаем, либо выпивание жизни при желании пофармить сольники. О сольнике скажу в конце ролика. На голову взял колпак чистоты из-за его универсальности. Энергетический щит восстановит нам энергию и даст щиток, если попали в локацию 8 тира без риверки, к примеру. Силовое поле, пока нет колеса, используем для отбрасывания мобов от корзинки, чтобы быстрее лутать и избегать. Луч Авалона позволит нам разбивать корзинки сквозь стены и препятствия. Конечно, если вы не научились проходить их, как Джаггернаут. Либо опережать соискателей, как мы, в желтых локациях. Из пассивных способностей агрессия для повышения урона. На тело используем куртку наемника со способностью жажда крови, что повесит на нас баф и позволит восстанавливать здоровье в течение 6 ударов или 7 секунд. Неплохо играет в комбинации с нашей W. Из пассивных способностей гармония разума. На ноги берем сапоги солдата с омолаживающей пробежкой по умолчанию, то позволит нам восстанавливать себе здоровье. При переноске ящиков и подобного использовал перемену. Из пассивных способностей берем устойчивость для повышения выживаемости. Плащ – обычная заглушка в виде шторки. Сумка по вкусу, у меня 4 тир. Слот банок – зелье гиганта 5 тира. Еда 8 тир сэндвич для компенсации недостающего хп, так как мы без мастерок. Ездовое животное, также по собственному усмотрению. Я бегал на 3 тире и мне вполне хватало этой лошадки.
Прибыв на королевский континент, как всегда, выбираю ветку авантюриста для выполнения в журнале Альбиона и сразу отправляюсь в город для продажи мулов и выполнения заданий журнала. Прокачку ношения моего билда, открытие 4-го тира и попутного поиска корзинок для создания стартового капитала. По пути следования я уже стал находить корзинки и зарабатывать свой стартовый капитал в синих землях, пока выполнял задания из журнала и открывал ношение 4-го тира. Как я и говорил, помним, что нам нужно не упускать время. Чем быстрее откроем ношение, тем быстрее сможем отправиться в черные земли, где под премом с корзинок нам будет падать x2 содержимого. На то, чтобы создать стартовый капитал, состояние почти в 2 ляма, выполнить все нужные задания журнала, чтобы получить подарочный 3-дневный прем и открыть 4-й тир ношения, у меня суммарно ушло 2 часа и 14 минут. После чего я вступаю во фракцию и активирую подарочный прем, отправляясь в желтые земли, планируя еще немного подзаработать тут. Отыграв 4 часа и 33 минуты, я купил себе 5.1 сет и увеличил свое состояние до 4 миллионов и 290 тысяч. Я отправился в черные земли через сейф-порталы. Такой порт будет стоить нам от 14 до 17 тысяч серебра, но каждая найденная корзинка будет заносить нам по 70к и больше. Так что окупим мы все за одну корзинку. Попутно я, конечно же, убивал прокнутых мобов, что встречались на локациях, освобождал контрабандистов, таскал ящики и прочее. И как только накапливалось более 100 монет контрабандистов, отправлялся в ближайший смуглер. Внимание, лицам с неокрепшей психикой и нетренированной печенью вход не рекомендуется. Вы можете быть не готовы к тому, что вас там ждет. Угощай всех пенным, ну и чего греха таить. Тестировал сам, нужно же знать, чем угощаю честной народ. Получал много очков благосклонности, за которые после и закупал выкачанную энергию. Проделывая такие нехитрые махинации, я накопил уже 12 лямов на своем балансе. За один заход в сейф-порталы и потратив там 10-15 минут, я выносил от 600к. В час в среднем выходило от 1,8 ляма. Если рандом будет улыбаться, то можно выносить и по 3 за час, делая 3 захода. Такой интервал нужен, чтобы максимализировать прибыль. Ведь каждые 20-30 минут цена будет немного понижаться. Не критично, но на 1-2к плюс. Спадает стабильно. Потому я делал рейды по 15 минут и возвращался к сейф-порталу, все так же не переставая искать корзинки. При оптимизации маршрута 20 минут хватает с головой, чтобы проверить всю локацию, собрать все корзинки, освободить контрабандистов, а также найти все тайники и сундуки, что на ней будут. А если вам хочется поучаствовать и попробовать весь спектр группового контента, начиная с фарма и дайва статиков, золотых авалонских плит, зачистки авалонских карт или просто найти себе группу и компанию для походов по группикам, потаскать вихри или сферки в убегу, или даже покрафтить в той самой убеге, то гильдия Енот сможет вам предложить не только все вышеперечисленное, а и постоянные безопасные перевозки в Корлеон и обратно, минимум 2-3 поездки, вывозка из убежек и городов за пределе после таймера. Сбор тир.4 ресурсов также никто не отменял. Сами таймера играются в 12 и 14 по UTC. Присутствует full компенс система за таймера. Для его получения вам нужно сделать скриншот смерти и скриншот самой сборки с отображением его стоимости. И в случае смерти вам его оплатят. Приятным нюансом является оплата трэшнутых предметов с прогрева после таймера. В групповых активностях у ребят присутствуют не только СС, МС, ЗВЗ и прочая буква алфавита, но и захваты защиты территорий и замков. В качестве бонусов прилагается обучение высокой классике и синхронным прыжкам в длину. А еще только здесь вы найдете самую большую и пушистую. И кстати, на моей памяти это единственная гильдия, в которой при съемках ни один Кенни не пострадал. Кстати, он-то и ведет мастер-класс по выживанию в ЗВЗ на любой роли. Ссылочка на дискорд гильдии в описании. Теперь поговорим о нюансах, коих много, но кто умеет слышать, а не только слушать, тот поймет посыл и систему, приложив немного смекалки и интеллекта. Показывать все я не буду, ибо способ будет пофикшен, а метод станет непригодным. Во-первых, в первые 2 дня любого ивента цены на ивентовые предметы стоят высоко, поскольку их нет на рынках, либо они в большом дефиците, и их закупают по высокой цене. Но в эти 2 дня цена будет постоянно падать, потому не стоит складировать лут в банке. Вы так будете только терять деньги. Продаем сразу же все на рынках городов. Даже если хотим собрать для себя, зачастую ивенты длятся 2 недели, так что все успеется. Во-вторых, небольшой лайфхак, которым я пользуюсь вот уже как 4-й год. Выберите любые понравившиеся вам локации и просто побегайте на них пару часиков, указывая места появления корзинок на них. Таким образом, у вас будет подробная карта с местами появления корзинок. Я делаю по 2 локации от каждого из городов. Плюс в том, что они будут актуальны и на следующий год.
Расположение корзинок на карте нужно будет перепроверять. Погрешность будет составлять 30%. Входы в рандомные групповые подземелья и лагеря. Кто будет тестировать и составлять для себя, поймет, о чем речь. В-третьих, есть 4 алгоритма появления корзинок на локациях. Возможно, больше. Сами понимаете, я сам хз, как перепроверить. Первый – шахматная доска. Нам нужно понять, на каком цвете сейчас находится рез. Белом или черном. А затем определить сторону. Слева направо или справа налево. Ну и добавляем сюда движение по диагонали. Сверху или снизу. 6 вариаций, что сменяют друг друга. Вроде сложно, но игроки с гиковским уклоном быстро разберутся. Без негатива, у самого такая же жилка есть. Второй метод можно вычислить, применив теорему Байеса, что для некоторых может быть еще проще. Это и есть те нюансы, благодаря которым и удалось заработать на прем немножко быстрее. Но на самом деле можно и без этого вот всего. По итогу, отыграв 16 часов и 11 минут, у меня получилось заработать 24 миллиона 193 тысячи 929 единиц серебра за продажу шоколадок, яиц и их шоколадных аналогов. Сет стоит 226 тысяч и 6 единиц серебра. В сундуке 2 миллиона 173 тысячи 829 единиц серебра в виде выкачанной энергии, сердец и гербов фракции. А также немного монет контрабандистов, что можно поехать обменять и получить еще немного выкачки. Суммарно получили 26 миллионов 593 тысячи 764 единицы серебра. Прем на момент записи видео стоил 27 миллионов 408 тысяч и 750 единиц. А до завершения тестового времени, что отведено рубрикой, осталось, грубо говоря, 7 часов и 50 минут, за которые 900 тысяч сможет заработать каждый. Также у меня не было смертей на данном персонаже, а значит и расходов. Но это не значит, что меня не пытались загангать. Просто наша тактика при ганге довольно проста. Мы избегаем узких мест и сужений на ландшафте, а также нам не нужно ехать гайком. Наличие сейф-портала часто вводит гангеров в заблуждение, ведь они о нем не знают, что играет нам на руку. Одним словом, сейчас ЧЗ по большей части будет курортной зоной в определенные моменты. Также у нас имеется вот так заполненный журнал Альбиона и прокачанные мастерки, 52 ношение и 31 мастерка на предметах. Прокачанная на 7 тир Риверка и мастерка приключенца. В игре способ довольно прибыльный и интересный, но имеет временные рамки и ряд минусов. Придется попотеть и напрягать свой мозжечок, но по итогу мы не только обеспечим себя примом, но и получим вполне приятный стартовый капитал для нашего персонажа. Однако, я только показал вам один из способов возможного заработка на ивенте и один из возможных путей. Итоговое решение всегда за вами, братишки и сестренки. Стоит данная активность вашего времени и усилий или же нет, решать только вам. Как и обещал, вспомним о сольниках. Заглядывать в сольники или нет, решать только вам. Я заглядывал для теста в 1, когда попадал через сейф-портал в локацию 8 тира и с 5 качеством. Такие сольники неплохо подходят для прокачки. А зная механики и принципы их работы, фармить можно хоть на зубочистке. В данном случае мы сможем забирать боссов за счет мобильности нашего билда. Нам всего-то и нужно знать зону действия босса, в которой он от нас не отагрится, и мы сможем его кайтить, не получая урона в течение определенного времени. Таким образом мы сможем восстанавливать себе здоровье и продолжать ковырять босса, убивая на данном билде показанным методом большинство встречающихся в сольниках боссов. Покажу весь бой до конца, и да, скептики, конечно же, правы, что не верят своим глазам. Босс тоже актер и ним управляет разраб от скуки, ведь работы у него нет. Покажу весь процесс для наглядности, лишь немного его ускорив. Напоминаю, забираем без риверки 8 тира и ее бонусов к урону и защите. Brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall.
so I'm going mainstream. Yeah. I'm going mainstream. Damn. Flow like water, so I'm going mainstream. Woo. I'm going mainstream. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами, как всегда, просто пообщаться или что-то обсудить. К примеру, сколько вам удалось заработать на ивенте в день его старта? Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком или же нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!